Всем привет! В данном видео я покажу, как сделать обычный сайт, простой, да, но что-то вроде странички, где вы можете выложить примеры, да, допустим, вы занимаетесь рукоделием или какими-то ручными работами, да, ну что-то делаете сами, там, может, вяжете на заказ или еще что-то. Были запросы где-то в комментариях, не помню, где или на YouTube, или в Дзене, спрашивали по этому тему, как сделать простой сайт. Так вот, в этом видео я покажу на примере, как сделать простой сайт. Вы уже можете эту модель доработать, сделать лучше, да, там расширить и так далее. Но как эту страничку сделать и как сделать сайт, я покажу. Хочу напомнить, что в блоге есть полная инструкция со всеми вариантами создания сайта. Будь то это конструктор, будь это CMS и работа с хостингом. Все пошаговые инструкции, все описано. К этому записано больше 50 видеоуроков. Так что дополнительно можете изучить эту информацию, вы будете знать, как сделать самостоятельно сайт. Да? Но сейчас давайте приступим. В данном видео я буду показывать на примере платного шаблона. Да? Есть видео на канале, ну в этой инструкции есть, вы ссылку найдете. Есть видео по работе с бесплатным шаблоном. Да? Я ссылочки под видео оставлю на инструкцию и на дополнительные видео, которые вам нужны будут при работе. Смотрите, шаблон мы будем рассматривать от VP Shop. Будем смотреть шаблон root. Он стоит 3800. Он идет платный. Он будет удобен тем, что он уже SEO оптимизирован. Да? Ну, многие такие моменты, которые вам самому потом править не нужно будет. Да? Довольно быстрый в работе. Есть различные моменты, которые можно удобно работать с данным. Ну, уже встроены там, допустим, в социальные сети, да, там, ну и так далее. Я это просто на примере лучше покажу, чем тут объяснять. Да? Можно разный дизайн подобрать. Ну, он довольно простой, но он удобный. Шустрый сайтик. Вот. Идет, если один домен, то 3800, 3 домена 6700 и неограниченная лицензия. Вы можете на сколько угодно сайтов вешать, это 7800. Вот на примере этого шаблона я и покажу. Смотрите, вам нужен будет хостинг и домен, да? WordPress. Я взял сейчас тестовый вариант у TimeWeb. Вот это идет тестовый домен. Вот уже установлен WordPress. Я покажу с момента уже установки, когда он у вас установлен. Он будет выглядеть точно так же, как сейчас выглядит у меня страничка. Вот она выглядит вот так. Мы с нее попробуем сделать более-менее хороший, простой сайтик, да, именно с этой странички. К этому моменту, как приступить к работе с сайтом, в данном случае будет пример на WordPress, да, вам надо купить хостинг и домен. Это делается элементарно и быстро. Я объясняю, какой хостинг купить и как его купить вместе с доменом и как установить WordPress. Причем установить в автоматическом режиме, да, не ручной, а автоматически. Все это можно сделать за 10 минут. Я ссылки на это видео оставлю под этим видео. Да? То есть давайте подытожим. Под этим видео я оставлю 2 ссылки на видео, как купить хостинг и домен и установить WordPress на хостинг. Это будет 2 ссылки. Третья ссылка будет на полную инструкцию, если вы захотите ознакомиться с другими вариантами создания сайта, блога, другими CMS, да, и так далее. И еще оставлю ссылку работу с бесплатным шаблоном. Ну, вдруг вы не захотите покупать шаблон, но хотите посмотреть, как можно сделать сайт с бесплатным шаблоном на этом же WordPress. Все ссылки я оставлю под видео. Сейчас давайте приступим к работе с сайтом. Итак, после того, как вы купили хостинг и домен, посмотрели 2 видео, у вас будет готовый сайт. Он будет выглядеть вот так. У вас тут будет свой домен, и вам надо будет зайти в админку. Чтобы войти в админку, вам надо будет логин и пароль. Админка — это управление сайтом. Она у WordPress есть, и вы туда заходите, можете там добавлять страницы, менять дизайн и устанавливать там дополнительные плагины. Да? Вот так она выглядит. Первым делом мы добавим вот этот шаблон, про который я говорил. Как его добавить? Надо зайти в внешний вид темы и добавить новую тему. Тут будут и бесплатные темы, да, можно посмотреть. Будет видео, под этим ссылка о том, как работать с бесплатным шаблоном. Можете посмотреть. Сейчас мы будем на примере платного. Нажимаем загрузить. Надо загрузить шаблон. Сейчас я
его закину сюда пару секунд. Так, вот, закидываю архив. Я его сюда закидываю. Окей. Закинулся. Сейчас, секунду. Вот, он появился. Теперь нажимаю установить. Так, шаблон установился. Если мы обновим страничку, так, еще надо активировать. Активировать. Теперь, если мы обновим страничку, сайт. Сейчас, пару секунд. Да. Показывает, что необходимо активировать лицензию в настройке root. После того, как вы установили тему, вам надо перейти в настройки. Настройки. И вот внизу будет root. Ну, можно нажать просто настройки и перейти в root. Тут надо ввести лицензию. Ключ. Данный ключ надо будет ввести сюда. Нажимаете ввести и нажимаете сохранить. После этого я нажимаю спрятать лицензионный ключ и нажимаю сохранить. Все, сохранился. Теперь, если обновить сайт, то появилась такая страница. Ну, вроде ничего нету, да. И сейчас мы посмотрим, как что-то с этого настроить. Первым делом, что можно сделать? Во-первых, нажимаем «Настроить» на главной странице сайта. Сейчас вылезет такая панель с настройками, да. Сейчас мы подождем немножко. Так, появилась панель слева, да, вот она. Так, после того, как появилась панель, тут в этих разделах можно корректировать сайт. Ну, к примеру, если вы зайдете в структуру, вы видите отдельно шапку, да, тут можно менять отступы сверху, снизу, да, можно менять ширину и так далее. Также будет меню под шапкой, меню в подвале и подвал, да, в блоке. В блоке, переходим в блоки, есть шапка. Тут можно загрузить логотип. Нажимаем выбрать изображение. И сейчас я закину какую-нибудь картинку. Ну, я уже заранее взял картинку. Тут правильно выбирать картинку PNG, ну, чтобы у нее не было заднего фона. Заранее подумайте про логотип. Так, картинка загрузилась. Смотрите, вот тут отобразился логотип, да? Теперь далее. Нажимаем назад. Теперь можно написать сюда информацию. Смотрите, переходим в свойства сайта. Ну, пишем, к примеру, и, ну, что-нибудь вроде отличный подарок друзьям и близким. Я буду часть информации брать с интернета, но это для примера. Этот сайт я потом удалю. Это чтобы вам показать, как можно сделать. Так, мы написали. Теперь еще добавить надо, сейчас в шапке, текст. Вот сюда вот текст. Надо добавить, к примеру, так, по сам звони. Вопросом звоните. И телефон. Плюс. Ну, я для примера телефон пишу. Вы уже пишете тот телефон, который нужен. Тут работают коды, HTML-коды, да, то бишь, чтобы перекинуть на новую строку, вы можете сделать вот так. Да. А если хотите выделить, то поставите вот так вот. Вот так. Так, помимо телефона, еще хотелось бы добавить социальные сети. Ну, тоже в шапку. Это будет, сейчас помню где. Так, социальные профили. И какие у вас есть социальные профили, вы вставляете сюда ссылку. Но я в случае просто добавляю для примера.
Ну, к примеру, пусть еще будет Инстаграм и YouTube. Вот так вот. Вы можете добавить все социальные профили, которые у вас есть. И нажимаете назад. Ну, вот такая уже шапочка появилась, да? Уже есть логотип, название, чем занимаетесь, да? И комментарий, телефон для связи и кнопочки социальных сетей. Далее я нажимаю это «Опубликовать». Так, далее. Далее, смотрите, что мы еще делаем. Заходим в не свойства сайта. Сейчас. Настройки главной страницы. Тут можно выводить записи, да, на главной странице, чтобы каждая запись выводилась тут, да. Но мы сделаем на главной странице одну запись. То есть мы нажимаем статическую страницу и выбираем, какая-то страница будет. Я беру страницу, которая была тут создана до этого, пример страницы. Ее делаю на главной и нажимаю «Опубликовать». Вот, сейчас покажу пример. Вот у вас это админка. Заходите в страницу, тут есть уже пример страницы, да? Я ее использовал. Вы можете, конечно, удалить эти две страницы и создать свою страницу, чтобы не использовать эту. Но я ее просто отредактирую. Я ее для примера добавил. Смотрите, настройки пока закроем. Нажмем «Редактировать страницу». Так, тут есть текст. Тут легко работать с текстом. Тут все блоки добавляются. Нажимаете на плюсик, да, вот абзац, вот заголовок, изображение, галерея, список, цитата и так далее. Это все можно добавлять. Помимо этого есть основные блоки, да. Тут можно добавлять видео, обложка, аудио, списки, цитаты и так далее, файлы. Форматирование, да. Можно ставить классический редактор. Это уже новый редактор в WordPress. А есть еще ранее был классический. Я покажу, для чего он нужен будет с учетом работы с этим шаблоном. Да? Можно вставлять HTML, код, таблица. Таблица это обычная таблица. Вот, да, вы можете потом там добавлять вниз, вверх, там, добавить строку и так далее. Да? Можно удалить блок. Тут все в принципе легко делается. Добавляется, удаляется. Есть еще помимо этого элементы разметки. Можно сделать кнопку, да, там, допустим, подробнее, да, вот кнопка. Можно это сделать типа, допустим, элементы разметки, колонки, делаем, допустим, их так и добавляем сюда кнопку. Да, и тут пишем подробнее. Она туда в центре получится, если мы обновим. И нажмем «Посмотреть страницу». Вот так. Вот кнопка, да. Когда вы кнопку сделали, вы нажимаете ссылка, куда это будет вести кнопка, да. Также вы можете текст размещать в таких блоках, если вы делаете, допустим, делите так контент, допустим, на 2, да. Можете сюда добавить, допустим, картинку. Или сюда добавить текст и туда добавить текст. К примеру, так, да. И сюда текст добавить. Некий такой, полутакой, можно из блоков делать что-то вроде конструктора, да. Так, что-то я запутал. Вот абзац и текст. Если посмотреть, к примеру, обновить страницу и посмотреть, как она будет выглядеть, то получится вот так. Вот тут текст, да. Можно так еще расставлять, как удобно. И тут много, вы можете посмотреть. Помимо этого можно делать вот так вот. То бишь сюда вставить картинку. К примеру, вот мы вставим логотип, да, сюда вставить текст. Вот так вот. Если текст очень большой, то вы можете тут, так, это настройки цвета, дополнительно, вот размер. Уменьшить размер. Вот так, да, также можете уменьшать картинку. Так вот. К примеру, да, нажимаем обновить, и сейчас посмотрим, что получилось. Вот так и получилась картинка, текст. Да? То бишь, можете посмотреть, как работать именно с редактором. Все довольно просто. Можно работать с контентом и его оформлять более-менее красиво. Да? Ну а сейчас уже приступим к оформлению главной страницы для простого сайта. Сейчас я удалю все элементы, чтобы они не мешали. Да? Удалим все блоки.
Так, удалить. Удалить. Так, наверное, будет быстрее мне поудалять это все. Ой, вернулся назад. Сейчас. Так, смотрите, можно еще перейти в редактор кода. Я вот, наверное, так просто удалю сейчас быстро все, чтобы все эти блоки не удалять. Вот так. Да, и вернусь в визуальный редактор. Все, теперь все блоки удалены. Смотрите, что. Берем, делаем страницу. Название. Вязание на заказ, да? Потом, допустим, вставляем. Я текст просто беру с другого сайта и его сразу закидываю сюда. Вставляю сюда текст. Это делается, допустим, таким образом. Вы нажимаете плюсик, выбираете абзац и вставляете текст, да? Далее, что мне надо еще добавить? Заголовок. Вот тут добавляю заголовок. Тут идет иерархия. H2, H3, H4, да? Вот, H2 заголовок. Дальше. Добавляю абзац. Абзац и еще текст. Далее. Далее, вот, кстати, классические, как работать. Сейчас покажу. Смотрите, у этого шаблона есть такие элементы, вот как вот выделение всяких элементов, там зеленым, красным, да, и так далее, да. Так вот, чтобы его использовать, надо выбрать классический редактор. Вставляем, допустим, такой текст. Вставляем текст. Сейчас заберем пример телефона. Да? Выделяем это и можем выделить. Вот тут есть различные элементы выделения, такое там, да, и так далее. Выделяем, к примеру, таким. Ну и нажимаем далее. Тут, к примеру, мы добавим галерею из библиотеки. Загрузить нажмем. Сейчас загрузим. Фотки тоже для примера. Фотки для примера я собрал. Вы добавите свои фотографии. И нажимаете «Вставить галерею». Все, галерея уже есть, да? Ну и идем дальше. Еще добавим, сейчас, секунду. Еще один заголовок добавим. Заголовок. И еще текст. Текст. И телефон. Сейчас опять тут заберу. Только подождите. Надо добавить же этот классический редактор. Вот, теперь вставим это телефон и еще текст ставим. Вот, выделяем. Вот, получилось, да? Так, далее. Это сделаем тоже заголовок. Спускаемся вниз. Сейчас добавим форму. Тут она добавляется неким шорт-кодом. Сейчас я покажу, каким шорт-кодом. На официальном сайте у них есть инструкция по работе с данным шаблоном, и можете такие моменты тоже там найти. Вот он такой вот, шорт-код контакт форм. И идете далее. Дальше добавим еще небольшой текст, добавим еще один заголовок. И вставим текст. Текст я сейчас скопирую и сразу вставлю. Он сразу встанется таким. И заметьте, что если это список, и у вас вы его будете писать вручную, то тут надо выбирать. Вот он идет, тут идет список выбран. Все, список есть, текст вставлен. Мы оформили это. Теперь нажимаем обновить и посмотрим, как выглядит страница. Нажимаем обновить нашу страницу, она вот преобразовалась чуть-чуть, да? Тут есть заголовок, есть текст, подзаголовки. Тут фотографии, их может быть больше, да, пример работ типа, да. Вот форма, преимущества. Так, тут сейчас посмотрим. Наши преимущества. Тут. Вот так вот. Обновить. Ну, видите, просто отступ заметил какой-то лишний. И пошел посмотрел. Все, отступа нету. Тут еще. Удалить. Обновить. Обновить. Далее, смотрите, что я бы убрал с главной страницы
правое меню. Ну, в данном случае я так вижу, да, эту страничку. И убрал бы похожие записи. Но их тоже можно оставить. Я же говорю, что вы уже, когда приступите, будете дорабатывать уже сами, как вам будет удобно. Как это убрать? Тут есть, можно у самой записи убрать. Вот мы в этой же записи нажимаем. Сейчас получается не показывать. Так, не показывать похожие записи. Это вот внизу. И не показывать, где это меню. Заголовок, соцсети, содержание, рейтинг, нижние соцсети, комментарии, сайдбар. И нажимаем обновить. Нажимаем обновить. Все, похожих нету. Осталась форма и пропало меню справа. Страничка выглядит примерно вот так. Что еще? Я бы добавил сюда картинку на главную. Как это сделать? Нажимаете документ, нажимаете изображение страницы, нажимаете установить. Надо загрузить еще одно изображение. Сейчас я его закину. Вот оно загрузилось, изображение. И нажимаете установить изображение. Далее, смотрите. Тут надо еще настройки миниатюры. Нажать большая миниатюра на странице записи. Будет отображаться на всю ширину сайта. Смотрите, рекомендует размер 1170 на 500. Да? Но она будет очень широкая и занимать много места вот в этой области. Я сделал где-то там 300. Там 1170 на 300. И нажимаете обновить. Далее обновляете главную страницу, но она не появится еще. Вам надо нажать настроить. Далее перейти в сейчас там модули. Нет, наверное, блоки. Блоки. Переходим в записи. И тут и есть выводить миниатюру. Так, выводить миниатюру. Это не записи. Мы же в... Сейчас, секунду. Мы же в страницах. Получается, блоки. Страница. И вот тут выводить миниатюру. Нажимаете, да, выводить. Нажимаете опубликовать. Так. Вот, появилась картинка. Уже более-менее лучше, да, выглядит. Еще сейчас добавим меню. Меню, как его добавить? Переходим в внешний вид, меню. Меню, да? Тут надо его создать. Пишите меню. Нажимаете создать меню. Далее выбираете, где оно будет отображаться. Выбираем в подвале и под шапкой. И нажимаем сохранить. После того, как мы сохранили, добавляем главную страницу. Вот она, тут уже отобразилась. Нажимаем добавить в меню. Я ее назову главная. Вы потом можете добавлять страницы, да? Страницы, записи и так далее. И нажимаем обновить. Вот получилось так вот. Вот меню. Но я бы изменил еще цвет. Нажимаем редактировать. Настроить. Опять возвращаемся в настройки. Хочу заметить, что можете еще поработать с типографией. Да? Можете поработать там с видом текста, увеличить там размер, да, поменять там шрифт и так далее. Переходите в цвет. Сейчас. Я тут цвет возьму с другого сайта. Так, берете цвет. Вот цвет, цвет меню, да. Еще как можно поступить. Вы можете попробовать взять вот этот цвет, да, но я знаю просто, что он очень яркий. Нажимаете, так, посмотреть код. Исходный код, не исходный код страницы, исследовать элемент. Только вот так вот. Нам надо просто найти любой цвет. Берем исследовать элемент. Вот тут цвет, на него нажимаете и нажимаете вот на эту пипетку. И наводите туда, откуда хотите взять цвет. К примеру, так. Вы получаете цвет и нажимаете его копировать. Выделяете и копируете. Все. Но обновите страницу, потому что, видите, он его применил. Все. И заходите сюда в цвета. Нажимаете цвет меню и уже вставляете тот цвет, который вы теоретически оттуда забрали. Ну, с этого
с логотипом. Возможно, вам он нормально встанет, но мне он не нравится, он очень яркий, да? Я бы забрал бы немножко другой цвет, и может логотип был бы сделал тоже другой. Ну, это пример. Вот. Такой цвет, да? Помимо того, что меню, еще бы, чтобы соответствовали кнопки, да, и точки у списка. Это сверху, вот, основные цвета сайта. Добавляем тот же цвет. Вот так. И нажимаем опубликовать. Теперь в один цвет и кнопочки, и списки, и другие элементы. Получается вот примерно так. И нажимаем закрыть. Все, вот получился такой вот простенький сайт. Есть логотип, есть название с описанием, есть телефон, социальные профили. Еще можно добавить такой элемент. Сейчас покажу. Тоже модули. Так, это надо вернуться в блоки. Страница. Так, выводить. Выводить социальные кнопки под постом. Вот можно еще их вывести. Нажму опубликовать. Покажу сейчас, что это такое. Вот. И появилось еще вот такое. Понравилась статья, можете поделиться ее с друзьями, да, и поделиться в социальных сетях. Ну вот и примерно получился такой сайт. Но еще можно добавить фоновое изображение. Вы можете загрузить свое, да, различное, или подобрать, которое есть тут. Ну, я применю, допустим, вот это. И нажимаю опубликовать. И нажимаю закрыть. Ну вот получился такой простенький сайт. Видно название, описание, телефон, соцсети, заголовок, картинка, да, текст, телефон, примеры работ, форма, преимущества, поделиться в социальных сетях, и его уже можно дорабатывать. Можете добавлять определенные разделы, подразделы, можете добавить блог, статьи и так далее. Уже расширить этот вариант, поменять фон, цвета, картинки. Ну, в общем, принцип и логику, как сделать обычный сайт, я показал в этом видео. Вы можете использовать этот вариант как для каких-то изделий, ну, различных других изделий. Может, это будет вязание, может, это будут другие изделия, может, какие-то изделия ручной работы, да. В общем, данным способом вы можете сделать себе обычный сайт с примерами работы, писать о себе, рассказать, ставить контакты, соцсети, форму для связи. И, в общем, уже, если нужно будет доработать этот вариант. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Но если у вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Все, всем пока.